Всем привет, садоводы и огородники моего канала, и сегодня я вам хочу показать, когда и как сажать рассаду капусты в открытый грунт весной. Итак, сначала я вам решил показать, как я делаю грядку, потому что мне многие писали, как же я все-таки делаю такие грядки. Ну и пока делаю грядку, естественно, расскажу о месте выбора для капусты. Чтобы капуста порадовала урожаем, нужно позаботиться о выборе подходящего места для грядки, где вы будете высаживать рассаду. Капуста любит грунт с нейтральным уровнем кислотности. Капусте нужен солнечный участок. Хоть овощ этот влаголюбивый, однако постоянный застой воды негативно влияет на его корневую систему и может привести к загниванию корней. При выборе места также обратите внимание на предшественников, что росли здесь в прошлом сезоне. Лучше всего высаживать капусту после посленовых, бобовых, огурцов, моркови, лука, либо чеснока. Чтобы точно определить, когда высаживать капусту в открытый грунт, в вашей местности ориентируйтесь на погоду и внешний вид растений. Все, в принципе, грядка у меня готова. Точно таким же способом я делаю грядки для всех овощных культур. После того, как я приготовил грядку, теперь необходимо подготовить лунку. Я буду показывать вам на примере одной лунки, думаю, этого будет достаточно. Делаем прямо в этой траншее углубление буквально на сантиметров 10-15. Все в зависимости от того, какая у вас рассада. Теперь посмотрите, что я буду добавлять в лунку. Это у меня Фертика универсал. Добавлю в лунку буквально 10 грамм. Этого будет достаточно. Давайте я вкратце расскажу немножко об этом удобрении. Это комплексное удобрение, в котором содержится все необходимое для нашей капусты. Теперь я в эту лунку добавлю обязательно щепотку золы. Если кто-то не понимает, что такое щепотка золы, добавьте просто 1 столовую ложку древесной золы. Обязательно добавлю 1 чайную ложку горчичного порошка, что дает нам древесная зола. Зола – это калийное удобрение. А сочетание древесной золы и горчичного порошка – это нужно для того, чтобы не завелись личинки, которые вредят корням. Обязательно добавлю щедрую горсть перегноя. Теперь все это хорошенько, тщательно перемешаю вместе с землей. И, в принципе, лунка для посадки капусты у меня готова. Вот моя капуста. Посмотрите, какая красавица. Ярко-зеленый насыщенный цвет, что говорит о том, что рассада, в принципе, отличная. Теперь, опять же, с помощью вот этой лопатки очень аккуратно, нежно вместе с землей достаем из грядки нашу рассаду капусты. Сажать я сегодня буду сразу 2 сорта. Это июньская, это ранняя капуста, и Слава, это среднепоздняя капуста. Лунка у нас готова, капусту я приготовил, и теперь аккуратненько берем, чтобы не повредить корни, стараемся брать вместе с землей, и теперь аккуратно присыпаем землей и утрамбовываем, чтобы у нас капуста не упала. Какое расстояние держать надо между капустой? Ранние сорта сажайте на расстоянии 30 см друг от друга и в рядах, и в междурядьях. Сеянцы среднеспелых сортов капусты располагайте на расстоянии 45 см. Для поздних сортов капусты расстояние между растениями должно быть не менее 50-60 см. После того, как мы посадили капусту в открытый грунт весной рассадой, ее необходимо обильно полить водой. Буквально вот на 3 корня я выливаю 1 ведро воды. Стараемся это делать очень аккуратно, чтобы капуста у нас не упала. Давайте более подробно затронем тему, когда нужно сажать капусту. Высаживать раннюю капусту можно после того, как ночью установится стабильная положительная температура воздуха не ниже 8-10 градусов. Дачники со стажем для определения сроков высадки рассады капусты в открытый грунт ориентируются по цветению черемухи. Народные приметы советуют высаживать раннюю капусту тогда, когда отцвели нарциссы, а позднюю после цветения каштанов. На этом посадка капусты у меня завершена. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.